Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ну всего облапал. Девятое место. Они решили флиртовать перед нами. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Личное пространство?» Нет, не слышали. Почему близость Вигу одновременно пугает и восхищает? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Не стоит связываться с Чонгуком, потому что за его спиной самый опасный и сильный мужчина. Седьмое место. Как же смело они флиртуют. Шестое место. Поведение пары. То, как Чонгук буквально читает лицо Тэхёна пальцами, перенося его родинки на свои щеки, это уже не просто совпадение, а какая-то тайная любовная азбука. Похожая атмосфера. Пятое место. Та самая динамика Тэйкук. Тэхён просто говорит, а Чонгук беспрекословно подчиняется. Четвертое место. Не то чтобы Чонгук специально, просто рука сама находит Тэхёна. Для него это как дышать, просто необходимо. Тэхён для Чонгука – самая незаменимая подпитка. Третье место. Новости. Германия влюбилась в проникновенный вокал Ви. Эмоциональный вокал Ви полностью покорил немецких поклонников. BTS
провели концерты своего мирового турне «Ари Рэнг» на арене Allianz Arena в Мюнхене, оба раза билеты были распроданы. BTS стали первым азиатским артистом, чьи концерты на этой площадке вместимостью 75 тысяч человек прошли с аншлагом. В статье, посвященной мюнхенскому концерту, немецкий GQ представил выступление BTS, билеты на которые были распроданы за 2 дня, и обсудил сцену и вокал Ви. Относительно вокала Ви издание оценило его так: глубокий, проникновенный голос Ви нежно ласкает слух, словно ложка теплого меда, мягко обволакивающего рот. Ви также привлек внимание СМИ и критиков своим вокалом на 5-м студийном альбоме «Ари Рэнг». В обзоре альбома «Ари Рэнг» газета The New York Times отметила, что Ви демонстрирует свой самый страстный и мощный голос, и оценила, что его уверенный и обаятельный вокал усиливает общую атмосферу песни. Немецкий GQ также прокомментировал песню «Into the Sun», которую Ви спонтанно написал, вдохновившись мелодией, пришедшей к нему по дороге с тренировки, заявив: «Она венчает концерт, создавая атмосферу, напоминающую финальную тему мультфильма, оставляя трогательное и горько-сладкое послевкусие, которое надолго остается в сердце». Издание опубликовало в социальных сетях фотографию Ви в футболке Мюнхенской Баварии на концерте и пояснило: он вышел на сцену в мюнхенском концерте в специально изготовленной футболке Баварии в знак уважения к городу и местным болельщикам. Бавария, чей домашний стадион, Альянс Арена, неоднократно выражала свою любовь к городу, начиная с 2023 года, когда заявила: «Мой любимый Тэхён, прозвище Ви». Ай, он слишком явно влюблен. По данным Telegraph, FIFA изменит собственные правила, устроив 30-минутное шоу в перерыве финала чемпионата мира. BTS станут одними из главных хедлайнеров шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу, которое состоится 19 июля. BBC и TV уже готовятся к 30-минутному перерыву между таймами, чтобы вместить 11-минутное выступление, своевременно установить сцену, декорации и необходимое оборудование, а также сохранить традиционные 15 минут на анализ первого тайма. Они больше, чем просто друзья. Официальный глобальный аккаунт BMW Motorrad в Instagram буквально взорвал соцсети, опубликовав кастомный фиолетовый супербайк S1000R с пометкой «Не для продажи». Сразу после этого раздел комментариев заполнили тысячи фанатов, уверенных, что грядет официальная коллаборация между Чонгуком и BMW. Самое интересное, инженеры BMW не просто молчат. Они лайкают абсолютно все подобные комментарии и оставляют интригующие, дразнящие ответы. В своих сторис в Instagram бренд выложил фото человека в именной джерси Чонгука, а следом еще один кадр с громкой подписью и хэштегами. Чонгук готов вечно любоваться этим видом. А мы что? Мы как Чонгук.
Чангук очаровал немецких фанатов песней «Gut Jinak». Чангук покорил немецких поклонников на концерте мирового тура в Мюнхене. На недавнем концерте мирового тура, проходившем на Альянс-арене в Мюнхене, Чангук 2 дня подряд исполнял местный хит «Gut Jinak». После первого дня и на второй день Чангук также исполнил вживую песню «Gut Jinak» «Du bist gut Jinak», «You are doing well enough» от продюсерской группы Kitschkrieg, состоящей из 3 участников. Эта песня стала популярной в немецких социальных сетях, таких как TikTok и Instagram. Ранее Чангук поделился своей идеей включения местных песен в свои выступления во время личной прямой трансляции, сказав: «Когда мы гастролируем за границей, как насчет того, чтобы исполнять самую популярную песню из этой страны или региона на бис во время заключительных слов?» На концерте в Мюнхене эта концепция продолжилась и на второй день после выступления первого. Во время выступления второго дня развернулась сцена, где зрители подпевали немецким словам, как только Чангук начал первый куплет. Чангук поприветствовал фанатов на сцене, сказав: «Армии и так потрясающие». Сразу после концерта видеоролики с участием Чангука распространились в TikTok и YouTube Shorts, а сам исполнитель Kitschkrieg также постоянно делился видео с концерта в своих официальных аккаунтах в TikTok и Instagram Stories. Поклонники как в стране, так и за рубежом положительно отреагировали на то, что он исполнял местные песни 2 дня подряд, на его немецкое произношение и на сценическое оформление, адаптированное для местных фанатов. Ранее Чангук исполнил для местных поклонников на своем концерте в Тайване песню «I Wait», саундтрек к тайваньскому молодежному романтическому фильму «Прощай». «Моя девушка», «Goodbye», «My Girl», а на концерте в Японии песню «Lemon», саундтрек к японской драме «A Natural». Чон Чангук, что ты творишь? BTS подогревают интерес к синглу Normal с помощью газетных объявлений в стиле таблоидов, посвященных загадочной ночной встрече. Судя по рекламным изображениям, звезды K-pop, похоже, отправились вместе в туалет. Группа наращивает ажиотаж вокруг своего предстоящего второго сингла с альбома Arirang Normal, используя очень старомодный метод. В понедельник группа опубликовала броские рекламные объявления в Сан-Франциско Chronicle, а во вторник в Нью-Йорк Пост с заголовком «BTS замечены в ванной комнате во время загадочной ночной встречи». Шокирующая фотография, сопровождающая фейковый заголовок, изображает 7 участников группы, провокационно стоящих у писсуара в туалете спиной к камере, как будто они справляют нужду. Сопутствующий текст гласит: возникли вопросы после появления поздно ночью фотографии, на которой, как кажется, все 7 участников запечатлены вместе в неожиданной обстановке. Хотя само собрание остается неподтвержденным, некоторые задаются вопросом, была ли ситуация совершенно нормальной. Изображение быстро вызвало любопытство и предположения. В тизере, который также содержит небольшую фотографию группы, говорится, что представитель группы отказался комментировать изображение, пообещав, что более подробная информация будет раскрыта в пятницу, когда видео и трек будут выпущены эксклюзивно на Spotify, а затем, в воскресенье, появятся на всех стриминговых платформах. В пресс-релизе, посвященном рекламе, отмечается, что мощная, исполненная в стиле вокального рэпа, композиция «Normal» исследует пространство между прожектором и тишиной, а также эмоции, давно знакомые участникам. 7 участников
раскрывают свои повседневные мысли и переживания в спокойной и мощной манере исполнения, на фоне мощного звучания ударных и малого барабана в сочетании с психоделическими гитарными текстурами. Продюсером трека выступил Райан Тёдер, и в нем сдержанное звучание сочетается с разговорным вокалом и рэпом, что позволяет его посланию эмоционально ясно доноситься до слушателя. Мировой тур «Ариренг» продолжится на стадионе Стад де Франс в Сен-Дене, Франция, в пятницу и субботу. В воскресенье они присоединятся к Джастину Биберу, Мадонне и Шакире в качестве хедлайнеров первого шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу FIFA на стадионе MetLife в Ист-Раттерфорде, штат Нью-Джерси. Съемка фанатов и съемка парней. Тэхён отправился в Serpentine Galley в Лондоне. Каково это – случайно наткнуться на Ким Тэхёна на работе? Я увидела пост Тэхёна в ИК, так что теперь наконец могу об этом рассказать. Несколько дней назад, когда в Лондоне стояла удушающая жара, коллега внезапно позвонила мне и сказала, что в галерее появился художник. Я бросилась туда, и это был Ким Тэхён. Вживую он потрясающий, острые, четко очерченные черты лица. Я думала, он просто заглянет на выставку Сесили Браун и уйдет, но он на самом деле задержался, чтобы посмотреть и нашу инсталляцию Сота. Выставка, которую он посетил, это сольная экспозиция Сесили Браун в Serpentine Source, а инсталляция от Хесуса Рафаэля Сота. Фанаты, все вы приглашены прийти и посмотреть. Ладно, да, это мое любимое видео в интернете. Этот эпизод можно вообще на атомы разобрать. Мы все помним фото ног, но я клянусь, Чангук делает все так непосредственно и на автомате, что у меня даже не остается сомнений. Дрейк последовал примеру Чангука. Ожидается ли совместная работа? Дрейк недавно привлек к себе внимание, подписавшись на аккаунт Чангука в социальных сетях. Чангук – единственный участник группы, на которого подписан Дрейк. В связи с этим, некоторые предполагают, что они могут готовиться к сотрудничеству, ссылаясь на подписку Дрейка как на отправную точку. Однако официально подтвержденных новостей о сотрудничестве пока нет. Ранее, 14 мая, Дрейк выпустил песню «Make Them Cry». Заглавный трек привлек внимание тем, что в нем присутствует слово BTS. В песне есть такие слова: «Я чувствую себя как BTS, потому что мне потребовалась вся моя карьера, чтобы меня так заметили». После этого Чангук использовал новую песню Дрейка «Make Them Cry» в качестве фоновой музыки в видео, снятом во время поездки на велосипеде и выпущенном 24 мая. В частности, он привлек еще больше внимания фанатов, включив в ролик фрагмент со словами «Я чувствую себя как BTS». Все нормально, просто обычный боди-чекин, да, прямо на сцене. И что?
Из статьи на Вево Сатури. Несмотря на плотный гастрольный график, Чангук снимает и монтирует собственные влоги прямо в поездках и публикует их в Instagram, напоминая поклонникам о серии видео Golden Closet Film, которые он раньше выкладывал на YouTube-канал BTS. «Это напомнило мне о том, как я время от времени снимал видео в прошлом», — сказал Айдол, отвечая на вопрос о том, что побудило его заняться влогингом. Когда фиксируешь все не только на фото, но и на видео, легче вспомнить, как все было в тот или иной момент. Поэтому я подумал, было бы здорово завести привычку время от времени документировать свой день для армии. Еще одним отсылом к прошлому стало включение 2 неожиданных песен ближе к концу каждого концерта. Как отметило британское издание NME, поскольку это тур в поддержку альбома Arirang, большая часть сет-листа состоит из композиций именно с этой пластинки, однако в программу то тут, то там вкраплены и старые песни. А тот факт, что каждое шоу преподносит свои уникальные сюрпризы, превращает концерт в великолепное событие, где прошлое встречается с настоящим. Для Ви этот сегмент с сюрпризами тоже стал источником ярких эмоций и энергии. Когда начинает звучать старая песня, воспоминания о том времени внезапно встают перед глазами во всех подробностях, поделился он. Наверное, я просто не могу забыть тот период, поэтому воспоминания нахлынивают с новой силой, и тело начинает двигаться само по себе. Может быть, дело в том, что я счастлив и полон энтузиазма, но я начинаю танцевать, даже не замечая этого. Честно говоря, есть песни, которые я в свое время репетировал так много, что движения буквально впечатались в мою мышечную память. Не думаю, что смог бы их забыть, даже если бы захотел. Пожалуйста, давайте никогда не сдвигаться с этой гиперфиксации. Я не знаю, что еще более очевидное они могли вытворить в прямом эфире. Compose Coffee 5 лет подряд входит в список 100 лучших франшиз. Компания Compose Coffee 5-й год подряд входит в список 100 лучших франшиз 2026 года в знак признания конкурентоспособности бренда и достижений в сотрудничестве с франчайзи. 14 числа компания Compose Coffee объявила о включении в список 100 лучших франшиз 2026 года, организованной медиагруппой Making. Эта награда присуждается выдающимся франшизам на основе всесторонней оценки конкурентоспособности бренда, сотрудничества с франчайзи и вклада в развитие отрасли. Компания Compose Coffee, основанная в 2014 году, в настоящее время управляет примерно 3100 франчайзинговыми магазинами по всей стране. Компания пояснила, что обеспечивает конкурентоспособность качества и цен за счет собственного производства и поставок до 500 тонн кофейных зерен в месяц на собственном обжарочном заводе. Продолжается также выпуск новых продуктов. Маркетинг бренда также принес результаты. Рекламный ролик с участием эксклюзивной модели Ви набрал 61 миллион просмотров всего за 5 дней после выхода. А рекламные акции с использованием коллабораций с играми и интеллектуальной собственностью персонажей также привлекли внимание молодых потребителей. Зарубежный бизнес также расширяется. После Сингапура первый магазин на Тайване, открывшийся в апреле прошлого года, зафиксировал большое количество посетителей в начальный период. И в настоящее время разрабатываются планы по открытию первого магазина в Маниле, Филиппины, и расширению на Тайвань во второй половине года.
Представитель компании Compose Coffee заявил: «Выбор нашей компании на протяжении 5 лет подряд стал возможен благодаря доверию наших клиентов и франчайзи», добавив: «Мы продолжим укреплять конкурентоспособность нашего бренда на внутреннем и международном рынках на основе взаимного роста». Каким-то образом каждый кадр все равно умудряется вместить их обоих, словно сама жизнь постоянно напоминает нам, что они никогда не бывают слишком далеко друг от друга. Мало кто знает, но у выражения «I got your back» есть шикарная визуализация. Тэхён, мы вместе с тобой иногда в шоке с него. Поверь, мы в такой же ситуации. Это один из моих самых любимых моментов, запечатленных на фото и видео. Не потому, что он громкий или эффектный. Наоборот, потому что в нем все происходит очень тихо. Иногда одна фотография говорит больше, чем десятки интервью и сотни слов. В этом кадре нет постановки, нет желания что-то доказать. Есть только мгновение, когда один человек становится для другого местом, где можно спрятаться хотя бы на несколько секунд. Мне всегда нравились именно такие моменты. Без идеальных поз, без сценического блеска. Когда эмоции оказываются сильнее привычки держать лицо. Когда одно объятие выглядит красноречивее любого признания. Наверное, именно поэтому я снова и снова возвращаюсь к этому кадру. Он напоминает, что настоящая поддержка не всегда выражается словами. Иногда достаточно просто быть рядом. Не задавать вопросов. Не искать объяснений. Просто позволить другому почувствовать, что он не один. Второе место. Это так интимно. Взгляд Чангука намертво заякорился на Тэхёне, потерял связь с реальностью. Тэхён просто кладет руку на голову Чангука. В этой привычке что-то невероятно родное. Это про доверие, про нежность, про то, как им спокойно друг с другом. Первое место. Вы только посмотрите на них, руки оторвать не могут никак друг от друга.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.